Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха, она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. 13 и 14 февраля турецкая провинция Анталия столкнулась с серьезными последствиями аномальных муссонных ливней, которые фактически парализовали жизнь Средиземноморского побережья. Всего за двое суток в регионе выпало порядка 50-60 мм осадков, что довело суммарный показатель с начала года до 120 мм, объема, сопоставимого со среднегодовой нормой для этого засушливого края. Столь значительное количество воды привело к мгновенному переполнению ливневых систем и выходу из берегов горных рек, спровоцировав масштабные наводнения. В целях обеспечения безопасности населения власти провинции приняли экстренное решение о закрытии школ в муниципалитетах Аланья, Гази-Паша, Кумлуджа, Финике, Каш, Демре и Кемер, где ситуация признана наиболее тяжелой. Разгул стихии потребовал немедленного вмешательства спасательных подразделений и жандармерии. Из зон затопления были экстренно эвакуированы 314 человек, включая жителей низинных кварталов и домашних животных. Под удар попали 132 жилых дома и 73 коммерческих объекта, которые оказались затоплены, что нанесло колоссальный материальный ущерб мелкому бизнесу и частному сектору. Пострадали и сельскохозяйственные угодья, под водой оказались десятки гектаров плантаций. Сегодня в пострадавших районах Анталии продолжаются восстановительные работы. Коммунальные службы ведут откачку воды из подвалов и расчистку дорог от наносов камней и мусора. Метеорологи предупреждают, что почва в регионе предельно переувлажнена, и любой новый ливень может спровоцировать повторные внезапные паводки или оползни. Французский департамент Ло и Гаронна столкнулся с историческим наводнением, масштаб которого превзошел показатели разрушительного паводка 2021 года. Эпицентром стихии стал город Мармонт, где вечером 14 февраля уровень воды в реке Гаронна поднялся до критической отметки в 10 метров 33 сантиметра. Столь резкий и мощный подъем воды привел к тому, что город оказался практически отрезанным от внешнего мира. Все основные транспортные артерии были затоплены, мосты перекрыты, а прямое сообщение между Аженом и Бордо через этот участок стало невозможным. Гаронна вышла далеко за пределы своего русла, разливаясь на километры вглубь суши и поглощая сельскохозяйственные угодья, жилые кварталы и объекты инфраструктуры. Ситуация в департаменте характеризуется масштабным коммунальным коллапсом. По официальным данным префектуры, около 19 тысяч домохозяйств остаются без электроснабжения из-за затопления подстанций и обрывов линий электропередач. В ряде районов Мармонда и окрестностей полностью нарушено водоснабжение и связь, что существенно осложняет координацию действий экстренных служб. В зоне бедствия развернута масштабная спасательная операция с привлечением сотен пожарных спасателей и жандармов, которые на лодках и вертолетах эвакуируют людей из затопленных зданий. Особую тревогу вызвали события в городе Эгильон, где под напором водной массы произошел прорыв дамбы, что спровоцировало немедленную принудительную эвакуацию жителей прилегающих кварталов. Тяжелая обстановка сохраняется и в городе Тоннен. Там уровень реки превысил 9,5 метра, затопив нижнюю часть города. Метеорологическая служба Метео Франс сообщает о начале крайне медленного спада уровня воды, однако процесс восстановления нормальной жизнедеятельности региона затягивается из-за неблагоприятных прогнозов. Ожидаемые новые осадки могут не только затормозить снижение уровня рек, но и вызвать повторные подтопления в уже пострадавших зонах. Власти департамента призывают население сохранять предельную осторожность, не пытаться пересекать затопленные участки дорог и оставаться в безопасных местах до официального снижения уровня опасности.
Самый высокий вулкан острова Ява Семеру продолжает демонстрировать высокую эруптивную активность. Согласно данным Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии, 14 и 15 февраля вулкан произвел серию мощных выбросов. Столб пепла и дыма поднялся на высоту до 1500–2000 метров над вершиной, а раскаленные облака газа и пепла сошли со склона на расстояние до 6 километров в юго-восточном направлении. Текущая активность Семеру характеризуется как чрезвычайно интенсивная. Только за последнюю неделю было зарегистрировано 44 эпизода извержений. С начала года вулкан лидирует по количеству сейсмических событий среди всех 130 действующих исполинов Индонезии. Власти сохраняют для вулкана 3-й уровень опасности, что подразумевает строгий запрет на любую деятельность в радиусе 5 километров от кратера и в секторе до 13 километров вдоль русла реки Бесук-Кобакан. Спасательные службы предупреждают о сохраняющемся риске формирования пирокластических потоков и лахаров, которые могут активизироваться из-за продолжающегося сезона муссонных дождей. В северных и северо-восточных районах от вулкана фиксируется значительное загрязнение воздуха частицами пепла. Авиационные службы региона выпустили предупреждение для пилотов о наличии абразивной пыли в воздушном пространстве. Специалисты отмечают, что текущий цикл активности может продлиться еще несколько недель, требуя от местного населения предельной бдительности и готовности к экстренной эвакуации в случае усиления взрывной фазы извержения. Юго-восточное побережье Африки столкнулось с катастрофическими последствиями тропического циклона Гизани, который после опустошительного удара по Мадагаскару обрушился на Мозамбик. Несмотря на то, что центр шторма прошел примерно в 50 километрах от береговой линии, мощь стихии оказалась достаточной для того, чтобы вызвать человеческие жертвы и масштабные разрушения в прибрежных провинциях. По официальным данным властей Мозамбика, в результате удара стихии погибли как минимум 4 человека. Наиболее критическая ситуация сложилась в городе Иньямбане, расположенном в 500 километрах к северу от столицы Мапуту. Ураганный ветер, порывы которого достигали 215 км в час, нанес сокрушительный урон городской инфраструктуре. Повалены сотни деревьев, разрушены десятки опор линий электропередачи, многие капитальные строения лишились кровель и элементов фасадов. В результате масштабных аварий на энергосетях более 130 тысяч человек остались без электричества и связи в условиях продолжающихся ливней. Трагедия в Мозамбике стала продолжением смертоносного пути Гизани, который ранее фактически парализовал жизнь на Мадагаскаре и уничтожил до 75% инфраструктуры. Циклон Гизани признан одним из самых разрушительных штормов текущего сезона в акватории Индийского океана. Метеорологи предупреждают, что хотя шторм начал постепенно терять силу, над Мозамбикским проливом сохраняется зона высокой турбулентности, что может спровоцировать новые внезапные наводнения в центральных районах страны. 14 февраля в швейцарских Альпах в высокогорном районе между курортами Ле-Дьеблере и Кштадт произошел сход лавины, приведший к экстренной спасательной операции. Инцидент случился около полудня на высоте около 3000 метров над уровнем моря, после нескольких дней обильных снегопадов и резкого усиления ветра, создавших крайне нестабильный снежный покров. По предварительным данным, под лавиной оказались как минимум 3 человека, входившие в группу опытных фрирайдеров. На место происшествия были оперативно направлены 4 вертолета, а также наземные группы горных спасателей с поисковыми собаками. Благодаря наличию у пострадавших лавинных датчиков, спасателям удалось в течение первого золотого часа обнаружить и извлечь из-под 2-метрового слоя снега 2 мужчин. Пострадавшие получили тяжелые травмы и признаки сильного переохлаждения. Поиски 3-го участника группы продолжались до наступления сумерек, однако были временно приостановлены из-за высокого риска для самих спасателей. В регионе Ле-Дьеблере и Кштаада сохраняется высокий уровень лавинной опасности. Власти кантона Берн и Во официально закрыли доступ к ряду высокогорных маршрутов и призвали туристов категорически воздержаться от выхода за пределы маркированных трасс.
Перуанский город Арекипа, расположенный в высокогорье Анд, столкнулся с последствиями разрушительного шторма, принесшего в регион экстремальные ливни. Аномальные осадки спровоцировали мгновенный подъем уровня воды в дренажных системах и естественных руслах, что привело к масштабным внезапным наводнениям в черте города. Наиболее серьезная ситуация сложилась на стратегически важном шоссе Варианте-де-Учумаю, ключевой транспортной артерии, соединяющей Арекипу с побережьем. Из-за переполнения небольшого обводного канала бушующий поток хлынул прямо на проезжую часть, застав автомобилистов врасплох. В образовавшейся водной ловушке оказались заблокированы как минимум 3 транспортных средства, водителям и пассажирам которых потребовалась экстренная помощь очевидцев и спасателей. Стихия нанесла серьезный урон городской инфраструктуре. Потоки воды размыли значительные участки дорожного полотна, образовав глубокие выбоины и трещины на основных проспектах. В нескольких районах Арекипы зафиксированы подтопления жилых домов и торговых площадей, расположенных в низинных точках, где ливневая канализация не справилась с беспрецедентным объемом осадков. В Арекипе продолжаются восстановительные работы. Инженерные бригады ведут экстренный ремонт поврежденных участков трасс. Метеорологическая служба Перу сохранила для региона оранжевый уровень опасности, предупреждая о сохранении высокой вероятности повторных ливней в южной части Анд в ближайшие 48 часов. Колумбийский регион Валье-де-Абура в департаменте Антиокия столкнулся с последствиями экстремального атмосферного фронта, принесшего в долину аномальные ливневые дожди и интенсивную грозовую активность. Стихия нанесла серьезный удар по городам Медельин, Копакабана и Бельо, где всего за несколько часов выпало от 40 до 70 мм осадков. Пик шторма сопровождался беспрецедентным количеством электрических разрядов. Системы метеорологического мониторинга зафиксировали сотни ударов молний в различных частях агломерации за короткий промежуток времени. Мощный поток воды превратил городские улицы и проспекты в бушующие реки, что привело к мгновенному затоплению низинных участков, подземных переходов и жилых кварталов в поймах местных ручьев. В черте Медельина и прилегающих муниципалитетов зафиксированы случаи падения деревьев на проезжую часть, обрушения рекламных конструкций и металлических навесов коммерческих объектов под тяжестью воды и напором шквального ветра. Серьезная ситуация сложилась на ключевых транспортных артериях региона. Одна из крупнейших автомагистралей была полностью перекрыта из-за серии оползней. Несмотря на масштаб хаоса, по официальным данным, удалось избежать человеческих жертв, сообщается лишь о 2 пострадавших, которые получили легкие травмы. Метеорологи предупреждают, что атмосферная нестабильность в департаменте Антиокия сохраняется, что поддерживает риск внезапных паводков и новых движений грунта в горных районах. Власти Медельина призвали жителей сохранять бдительность, избегать нахождения вблизи русел рек во время дождя и следить за официальными уведомлениями систем раннего предупреждения, так как февраль в этом году демонстрирует аномально высокую влажность. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.